И снова здравствуйте. И как вы уже догадались, сегодняшний выпуск мы посвятим тренировке предплечий. Когда-то мы уже цепляли эту тему вместе с тренировкой шеи и икроножных. Было много отзывов от вас, и вот мы решили посвятить отдельный ролик именно про предплечье. Как вы уже видите, начинаем мы с самых безопасных упражнений. На наш взгляд, это скручивание на кисть со штангой, как показал я, и с гантелями, как показал Андрей. Почему это безопасно? Во-первых, это база, то есть тяжелые веса можно взять, относительно тяжелые, с минимальным риском для самих предплечий. То есть вы либо тянете, либо нет, либо берете меньший вес. И таких можно выполнять, в принципе, повторений по 15 небольшими весами, и стараемся всегда сделать максимально возможную амплитуду. Андрей показывает различные вариации. Гантели, штанга, вперед-назад. То есть для начала, для налива, для затравочки будет то, что надо. Дальше продолжаем. Берем гимнастическую палку или же бодибар и пытаемся воздействовать на плечо-лучевую мышцу. Если это тяжело, перехватываемся ближе к центру тяжести и продолжаем работать. Так как я уже сказал, у нас свободно висит вес, то нагрузки на кисть практически никакой нет, а мышца в работе. Также можно начать воздействовать наоборот, сзади. Оп. Раз, два. Раз, два. По мере уставания перехватываемся ближе и продолжаем прорабатывать. Желательно начинать с более слабой руки, например, с левой. Для чего? Чтобы не было увеличения диспропорции. То есть сделали максимально возможное количество раз слабой рукой и потом ровно такое же, более сильной. Как правило, допустим, у правшей, естественно, правая рабочая, она сильнее, левая слабее. Поэтому начинайте с нее. Подобное движение делаем еще больше повторений, желательно не меньше 20, чтобы избежать, опять же, риска растяжений. После того, как мы поработали со свободными весами стоя, мы переходим к более изолированным техникам. Для начала берем два легеньких блинчика, например, по 2,5 килограмма, и начинаем делать уже с облокачиванием, с точки упора, опоры на колени. Работаем спокойненько. Можно покрутить. Это полезно, это задаст больше диапазон возможностей для ваших кистей, что потом, конечно же, пригодится в обычных тренировках. Вес, естественно, легкий, работаем именно на количество. Считайте, что это активная разминка. Тем более, поработав со штангой, как мы показали, с гантелями, вам уже большой вес с этим блинчиком не понадобится. Порастягивали пальцы, позакидывали, поменяли положение. Налив получается уже очень сильный. Меняем как угодно, главное, чтобы рука была плотно прижата. И опять устали мышцы сверху, перевернули и работаем дальше. Покрутили. Это вообще можно делать на время, а не на количество. Сколько займет у каждого. Это все индивидуально. Главное не спешить и четко чувствовать заданную целевую зону. И следующим блоком мы начинаем делать изолированные упражнения, но уже с серьезными весами, то есть со штангой. Локти полностью прижаты на скамью, коленями мы их поджимаем и делаем максимально возможную амплитуду. Естественно, у меня штанга демонстрационная, небольшая. Вы уже возьмете столько, сколько вам под силу. Раскатываю аж на мизинцы. Еще обращаю внимание, если вы хотите усилить, увеличить силу хвата, именно для упражнений, например, подтягиваний, тяг, вам нужно делать большую амплитуду, чтобы пальцы также участвовали в работе. Например, когда мы тянем гантелю, в первую очередь разжимаются мизинцы. Если же вас, допустим, интересует просто сама величина предплечья, тогда, естественно, амплитуду уменьшаем, но вес штанги будет, конечно, гораздо больше. Сможем работать. Можно одну тренировку делать так, другую наоборот. Поделали внутреннюю. Взяли поменьше вес. Здесь уже руки кладем опять же на ноги. И прорабатываем антагонисты. Ширину можно менять. И дальше опять же смотрим. Либо с небольшим перерывом,
либо без перерыва, как я, например, люблю делать, чтобы не гнаться за весом. Продолжаем наливать мышцу. В принципе, более маленьким щадящим весом, но для рук эффективным. И еще разочек. Положили и попрокатывали. Раз, два, три, четыре. Пум. И то же самое движение можно делать гантелями. Ну, какой плюс? Естественно, каждая рука работает независимо. Вес меньше и чуть-чуть больше будет включаться стабилизаторов. Сейчас Андрей показывает, как можно акцентированно прокачать, допустим, левую отстающую, ну и потом правую уже под нее подогнать. Локоть фиксирован. Угу. И антагонист. Это поможет вам при работе, например, на бицепс, когда у вас будет крепкий хват, крепкие предплечья, как я уже сказал, при тяге штанги в наклоне. Теперь вот передняя плечелучевая мышца хорошенечко включается. И на будущее, вот эта часть, она у нас чаще всего травмируется, и вы ее как бы прорабатываете, разрабатываете, готовите к тяжелым тренировкам. Локти зажимаем. Угу. Вот у меня сопротивляются руки, поэтому я пытаюсь сделать хотя бы вот так. Даже маленький вес, но я очень хорошо чувствую предплечье. Теперь в итоге давайте немножко подумаем, когда же лучше эту тренировку включать. Естественно, допустим, можно делать после тренировки рук или же там спины. То есть у вас предплечья уже будут разогреты, тогда все то, что мы показали, будет выполняться меньшими весами за меньший промежуток времени. А есть второй вариант, как мы называем, тренировка «мусорный день», когда люди сливают туда все, что не успевают делать в основные тренировки. Например, кто-то делает пресс, шею, предплечья, ну и тому подобное, икроножные. То есть кому что не хочется, но вроде как надо, поэтому можно делать в отдельный день. А где уже примените вы, это смотрите на свое усмотрение, на свои временные возможности и вообще на ваши пожелания. Правильно? Да. Вот. А мы прощаемся, уверены, что наши нехитрые советы будут вам полезны, и благодарим за внимание. И благодарим Клуб Оранж за предоставленную возможность снимать наши прекрасные видосики. И еще подписывайтесь на канал, донатьте, фидбэк приветствуется. Всем пока!